Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня не совсем обычное видео. Будем разгадывать загадку. Мне написала подписчица, попросила разобраться с картинкой, как сшить такую интересную салфетку. Если внимательно на нее посмотреть, то видно, что салфетка сшита из равносторонних треугольников, разделенных медианой на два цвета. И весь рисунок складывается из их комбинаций. В принципе, ничего сложного. Можно накроить этих маленьких треугольников и сшивать их между собой. Но ведь наверняка есть какой-то секрет, с помощью которого можно все сделать быстро и легко. Для начала определимся с тем, какие ткани мы возьмем в работу. Для тех, кто считает, что это легко, отвечу просто: попробуйте сами. А дальше уже пришлось поломать голову, вспомнить всю геометрию и подключить пространственное воображение. На кусочке бумаги нарисовала схему. Шить будем из полосок ткани шириной 10 сантиметров, а длину взяла примерно 90 сантиметров с небольшим запасом. Все полоски сошьем длинными сторонами между собой в указанной последовательности. Как ни странно, но чаще всего именно этот этап вызывает затруднения. При шитье длинных полос ткани подаются неравномерно. Верхняя может растягиваться, а нижняя немного припосаживаться. Чтобы этого избежать, лучше сначала равномерно сколоть эти ткани между собой, а уже потом сшить. Готовое полотно надо тщательно проутюжить. Припуски на швы заглаживаем на сторону более темной ткани. Перед раскроем обязательно по линейке проверим и выровняем край. А дальше нам надо шаблон равностороннего треугольника. Прекрасно, если у вас есть уже готовый. Но если его нет, делаем сами. Нам нужен угол 60 градусов. Получить его легко. Рисуем прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3 к 5. Получается один угол 90 градусов, другой 60 и остается угол 30 градусов. Достраиваем, и вот у нас шаблон равностороннего треугольника. Еще обратите внимание, что в школьных угольниках один угол 60 градусов, и в специальных линейках для пэтчворка тоже есть этот угол. С помощью шаблона водорастворимым маркером рисуем контур деталей. Следите за тем, чтобы линия соединения деталей проходила точно посередине. Нарисовали такой зигзаг, теперь обозначим линию отреза. И точно в таком же направлении выкраиваем и второй ярус деталей. Это очень важно. Когда мы сделаем разрезы, смотрите, какая комбинация деталей получается. Нам для создания салфетки нужно 6 деталей бело-пестрых, 6 пестро-желтых, 6 деталей бело-зеленых, чтобы зеленый был с левой стороны, и 6 деталей зеркальных, зелено-белых, зеленый справа. И весь рисунок
складывается из их комбинации. Когда мы отрезали 3 таких яруса, то получили по 3 детали с пестрой тканью и 6 деталей бело-зеленых. Нам надо сделать еще 6 деталей зеркальных, поэтому дальнейший раскрой сделаем немного по-другому. Пестрые и желтые детали мы выкладываем в том же направлении, а детали с зеленой тканью вверх ногами в зеркальном отражении. Так мы получаем еще по 3 нужных нам заготовки, но у нас остались выпады кроя. 3 параллелограмма. Мы их немного перешьем, распорим швы и по-другому развернем светлую часть, чтобы получились треугольники. Итак, все получилось. 4 кучки по 6 деталей. Остались выпады кроя совсем небольшие. А теперь перейдем к сборке рисунка. Здесь главное не запутаться. Посматриваем на наш образец и ориентируемся на уже собранные блоки. А сшивать, соединять проще всего широкими полосками. Сначала соберем все треугольники из одного ряда, потом из другого. При работе за швейной машинкой строчку начинаем и заканчиваем примерно в 1 сантиметре до угла. Это нам поможет красиво соединить детали. Будьте внимательны, здесь очень легко запутаться. Таким образом, в ряды сшиваем все треугольники. Естественно, все швы надо тщательно проутюжить. Сначала все швы расправим руками, а уже затем воспользуемся утюгом. Следующий шаг – сшить между собой готовые ряды. Когда сшита верхняя часть, готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, холстопрошивное полотно, красивая лоскутная часть. Все скалываем английскими булавками для квилтинга. А дальше уже приступим к стежке. Каждая мастерица сама решает, как ей лучше работать. Мне захотелось декоративной волнистой строчкой подчеркнуть контур этих лучей. Почему вообще нужна стежка? Вы же понимаете, что шьем мы из маленьких лоскутков. Естественно, что ткани могут расползаться в процессе эксплуатации изделия. Чтобы их закрепить, как раз и нужна стежка. Иногда полезно сделать паузу, отойти и посмотреть, оценить результат. Когда мы все прошили-простегали, подравниваем края, отрезаем лишнюю ткань. Край обработаем бейкой, простой прямой полоской ткани шириной 4 сантиметра. Как это сделать правильно, я уже неоднократно показывала и рассказывала в своих видео. Этот способ работы
показан в советских учебниках по шитью. Сначала бейку прикладываем и пришиваем к лицевой части. Потом отворачиваем на обратную сторону, дважды подгибаем и пришиваем на швейной машинке. По лицевой стороне строчка идет в шов. Она будет закрыта наплывающей тканью, и ее не будет видно. И с обратной стороны все чистенько и аккуратно. И получилась у нас очень интересная салфетка. Центр ее можно сделать из тканей другого цвета, красного или розового. Тогда будет похоже на какой-нибудь экзотический цветок. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Можно нашить несколько таких заготовок и собрать большое полотно. Не ждите чудес, чудите сами. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь и поделитесь этим видео во всех соцсетях. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!